Демократы и многие ведущие СМИ сделали все возможное, чтобы изобразить Джо Байдена как можно более позитивным образом. Но опросы показывают, что все больше американцев сомневаются в его профпригодности. Но они могут делать что угодно, чтобы скрыть проблемы, которые американцы часто видят на своих экранах. У людей есть глаза и мозги, и они могут видеть, что происходит с Байденом. На этой неделе это было особенно плохо, поскольку он полностью потерял ход мыслей, говоря о вирусе. Также он забыл имя своего министра обороны, его должность и название Пентагона. Затем его кураторы попытались выгородить его в другой раз и прервали его передачу, когда дружественные демократы собирались задать ему вопросы. Это всего за одну неделю. Добавьте к этому, что он избегает выступлений на совместном заседании Конгресса и проведения сольных пресс-конференций. Опасения американцев начинают проявляться сейчас в вопросах общественного мнения. Согласно Washington Examiner, последний опрос вероятных избирателей Расмуссена показывает, что 50% не уверены, что Джо Байден физически и психологически соответствует работе президента Соединенных Штатов. 48% были уверены в соответствии, вероятно, в какой-то степени партия раскололась, но только 34% были очень уверены, показывая, что, вероятно, даже у демократов есть хотя бы небольшое беспокойство. 52% были обеспокоены тем, что он еще не проводил пресс-конференцию, и 76% из них были очень обеспокоены. Его сторонники не могут поверить, что он еще не выступил с речью в Конгрессе, чтобы изложить свою повестку дня. Это, вероятно, повлияет и на его рейтинг одобрения, который снизился. Согласно Washington Examiner, член Палаты представителей Майк Гарсия, бывший пилот ВМС, сказал Ларри О'Коннору в своем подкасте, что он очень беспокоился о Байдене. Я думаю, как бы это тактично сказать, что мы видим в национальном масштабе один из самых печальных примеров жестокого обращения с пожилыми людьми в нашей стране. Этот президент не подходит для должности. Я действительно не верю, что он понимает, что делает, и за его спиной стоит политическая машина, которая поддерживает его. И это до чертиков пугает таких людей, как я, которые ценят нашу национальную безопасность. Сейчас нами руководит человек, который публично не знает имен своих сотрудников. Мы все делаем ошибки, поэтому время от времени у всех нас бывают оплошности публичных выступлений. Но то, что происходит, выходит далеко за рамки этого, и, честно говоря, на это грустно смотреть. На мой взгляд, это опасно для нашего народа, и мы действительно заслуживаем лучшего. Недавно помощники Байдена снова не дали ему пообщаться с журналистами. Репортеры попытались задать ему несколько вопросов, когда политик отправился в хозяйственный магазин в Вашингтоне, но получили отказ. Бывший советник Билла Клинтона Дик Моррис предсказал, что демократы примут 25-ю поправку к Джо Байдену. Комментарии Морриса последовали после того, как 30 демократов написали Байдену письмо с просьбой отказаться от исключительной власти над ядерными кодами страны. Чтобы удар не мог быть начат без консультации его кабинета с лидерами Конгресса, это то, чего не было ни с одним президентом за 76 лет с тех пор, как у нас появилась бомба, сказал Моррис. Я думаю, все указывает на то, что демократы в глубине души все больше думают о том, чтобы сместить Байдена в соответствии с 25-й поправкой. Бывший советник также заявил, что демократы не доверяют Байдену и его решениям. Много оговорок Байден допускал и в ходе избирательной кампании, из-за чего президент Дональд Трамп постоянно говорил, что его оппонент страдает от слабоумия. Он путал имена, Трампа назвал Джорджем, путал цифры. Вместо 200 тысяч умерших от коронавируса сказал о 200 миллионах, а это 2/3 населения США. Заявил, что попал в Сенат 180 лет назад. Путал своих родственников. Внучку Финниган, дочь младшего сына Хантера, назвал именем другой внучки Натали. Но сначала вообще сказал, что это Б.О. Байден, так звали его старшего сына, скончавшегося в 2015 году от рака мозга. Кроме того, политик перепутал жену со своей сестрой. Путал даже должность, на которую баллотируется. Говорил, что избирается в сенаторы, а не в президенты. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермил. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.